Всем цифровой привет! Вдохновившись своим же собственным видео, в котором мы восстанавливали игровой ноутбук HP Omen, купленный в неисправном состоянии, я подумал, а чем я хуже? Давай-ка и я тоже прикуплю что-нибудь нерабочее, быстренько починю и буду пользоваться классным устройством за недорого. Эх, как же классно я придумал. Жаль, что раньше не догадался. Ну, не молодец ли я? Если хотите знать, через что мне пришлось пройти, чтобы получить рабочий ноутбук, смотрите видео до конца. Проанализировав рынок входящих предложений, мой выбор пал на одну из моих любимых фирм, а именно MSI. Речь идет о MSI GE70 2PC. Шикарный красавец, оснащенный 17-дюймовым Full HD дисплеем, процессором Intel Core i7-4710HQ, это 4-ядерный 8-потоковый CPU с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц и 3,5 ГГц в режиме буста, дискретной видеокартой GTX 860M с 2 ГБ видеопамяти GDDR5, 8 ГБ оперативной памяти DDR3 типа и весом в 3 кг. Устройство поставляется с аккумулятором емкостью 4400 мАч. По заявленному продавцом состоянию ноутбука отличный внешний вид и общее состояние. Сдавали лишь в один сервисный центр для попытки ремонта, но цена оказалась слишком высока. Кроме того, в процессе ремонта пару раз изменилась в еще большую сторону. В результате чего было решено отказаться от ремонта устройства и продать его в таком состоянии под восстановление. Внешний вид ноутбука действительно весьма достойный, так что все должно пройти без сучка, без задоринки, как я себе уже и нафантазировал. Ну что ж, начнем. А начнем мы, как всегда, непосредственно с разборки устройства и демонтажа материнской платы. Будем обращать внимание на все детали, нюансы и особенности. При разборке аппарата явно заметно, что винты здесь уже точно не один раз выкручивались. Слишком уж много повреждений на шлице и поцарапанной краски. Но стоит отметить, что все винты, что я вижу, скорее всего родные от этого аппарата. Также есть пару мест, где винтов нет совсем. Это, конечно, немного расстраивает, но все же не так критично. Винты можно и подобрать, а отсутствующие бонки для их крепления восстановить. Никто ведь и не обещал, что все будет легко и просто. После снятия крышки вижу, что так бренчало внутри корпуса ноутбука. Это не что иное, как крепление жесткого диска. Рядом находится и пакетик с винтами от него. Аккумулятор, конечно, разряжен в ноль, потому железный элемент, бегающий по плате, ничего не замкнул бы. Но все равно, так рисковать, на мой взгляд, не стоило. Тут у нас две планки памяти. Давайте проверим их объем. Первая на 4 гигабайта. В принципе, все верно, вторая тоже должна быть на 4, в сумме мы и получим заявленные 8. А вот тут меня ждал приятный сюрприз. Вторая планка уже на 8 гигабайт, то есть в сумме получается 12 гигабайт оперативной памяти, что, конечно, лучше, чем 8. Кроме того, если доставить еще одну на 8 вместо 4, памяти будет 16, и работать она будет в двухканале. Вентилятор системы охлаждения установлен не родной. Вот такая вот красненькая наклейка сразу же выдает страну производителя. Думаю, большинство зрителей уже догадались, откуда он. Клавиатура тут снимается достаточно оригинальным образом. Требуется сперва аккуратно отклеить длинную накладку, за ней прячется доступ к винтам, которые и крепят клавиатуру. Вообще их должно было быть 5, но нам решили оставить всего 3. Видимо, решили, что лишних винтов в сервисе не бывает, и сэкономили. Снимаем нашу клавиатуру, видно, что она оснащена встроенной подсветкой клавиш. Этот пластиковый медиатор для разборки устройств уже засветился в видео об уникальном планшете. Не обязательно искать ссылку для его покупки в описании, если хотите такой приобрести. Достаточно ввести название, написанное на нем, и все найдется. Топ-кейс снят, крепления петель сломаны, но это ожидаемо. На многих моделях происходит аналогичная ситуация, когда петли со временем затягиваются и открываются-закрываются все туже. Аккуратно положу матрицу назад и продолжу разборку. Материнская плата извлечена из корпуса. Теперь по традиции, да и по технологии ремонта, надо все тщательно осмотреть. И у нас в принципе такие неплохие себе новости. Сколов на кристалле процессора и ГПУ я не наблюдаю, но проблема в том, что я не наблюдаю еще и одного из кристаллов. Да, точно, хаб оказался лишней деталью, и его решили не ставить. Ну, а зачем? Он наверняка мертвый и ценности не имеет. Также, судя по всему, ценности не имеет и микросхема кодирования и декодирования аудиоданных.
система питания оперативной памяти, шим и ключи, стабилизатор питания терминации оперативной памяти PU2 и, кажется, все. Список ненужных деталей вроде закончился. Теперь о том, что паялось и осталось на своих местах. Я вижу следы пайки на дросселях питания ядра дискретной видеокарты, а вот и сколы на видеочипе, только не на самом кристалле, а на текстолите подложки. Видимо, кто-то с особым остервенением тыкал паяльником в дросселя и, судя по всему, приподнимал их, то есть отпаивал один контакт каждого дросселя. Интересно, в каких целях и зачем это делалось? Видимо, надеялись, что стабилизатор запустится, если отключить один контакт дросселя. Более бессмысленную процедуру представить себе непросто. Таким образом, мы разрываем обратную связь, и шим не может корректировать работу транзисторов. Также отсоединены остаются и конденсаторы по выходу стабилизатора. В общем, работать так точно не будет. Сами собой разумеющиеся следы пайки микросхемы SPI флеш-памяти, в которой хранится микропрограмма BIOS. Паялся стабилизатор PU9, который формирует 1,5 вольта для питания нескольких секций хаба. Следы пайки на дросселе PL5 стабилизатора на 15 вольт. Паялась SPI флешка микроконтроллера. Да, его прошивка на этой плате находится в отдельной флешке. Конечно же, и не забыли и про шим стабилизатора питания дежурной системы 3,5 вольт. Про мелкие следы на SMD компонентах я даже упоминать не буду, как и о разъемах, которые поменяли цвет при всех манипуляциях. Ну и, кажется, все. Во всяком случае, очень хотелось бы верить, что на этом этапе основные разрушительные работы были завершены. Замечательно! Ну что ж, у меня сегодня легкий день, отлично отделался. Я, наверное, пойду домой, завтра возьмусь за другой ноутбук, а этот отправлю на свалку. Мало что ли еще можно придумать интересных экспериментов и всего остального? Сергей, но вы же обещали провести эксперимент. Так нельзя. Ну ладно, видимо одному симпатичному мужчине в самом расцвете сил придется им заняться и провести сей дивный эксперимент. Под названием «Сколько мастеру придется потратить денег, чтобы оживить это для комфортной эксплуатации?». Ответить на этот вопрос смогу ближе к концу видео, так как пока и сам не знаю, что у нас в итоге выйдет. С чего бы нам начать, ребята? Ну, наверное, надо взять в руки мультиметр и измерить сопротивление по основным системам питания и линии питания 19 вольт. Начнем за входными ключами. По линии 19 вольт у нас килоомы, по ядру дискретной видеокарты 13 с небольшим Ом. В принципе, окей. Чуть больше 1 Ома по ядру питанию процессора, что нормально для этой платы. По 5 и 3 вольтам сопротивление высокое и нареканий не вызывает. По 15 тоже все окей. Сопротивление питания памяти и контроллера памяти в ЦПУ... Упс. А здесь у нас короткое замыкание. И это печально. Сопротивление видеопамяти и контроллера памяти в ГПУ 60 с небольшим Ом, что нормально. Сопротивление 1.05 при отсутствии хаба, как и следовало ожидать, килоомы. В принципе, один из самых печальных диагнозов. Короткое замыкание по линии питания контроллера памяти в ЦПУ в 99% случаев ставит крест на самом процессоре. Подавать в эту линию мы ничего не будем, а просто снимем процессор с платы и убедимся, что низкое сопротивление ушло. Готовим плату к пайке и ставим на инфракрасную паяльную станцию для демонтажа процессора. Ну а вы пока можете делать ставки, уйдет ли низкое сопротивление на плате после демонтажа процессора, или же я все-таки ошибся и дело не в нем. Процессор снят. Подготавливаем поверхность для монтажа. Нужно убрать весь припой и повторить замеры, иначе показания будут абсолютно бессмысленными. Как видно, чудо не свершилось, и сопротивление на плате выросло. Следовательно, у нас пробой контроллера памяти внутри процессора. Ожидаемо, в принципе. И это, конечно, очень печально. То есть для ремонта платы потребуется установить новый процессор, установить новый хаб, починить плату по питанию, в частности установить стабилизатор питания памяти и стабилизатор на 1,5 вольта. Уверен, что после такого удивительного ремонта, где паялось почти полплаты непонятно зачем, вылезет еще парочка сюрпризов. Видимо, дефект множился с каждым действием и постепенно распространялся на все устройство. И это только работы по плате. Ну и везучий же я парень. Ну что ж, раз уж взялся провести эксперимент, то хочешь не хочешь, нужно делать. В конце расскажу о стоимости этого неисправного ноутбука, каким образом его привели в чувство, а также расскажу вам о расходах на его ремонт. Перво-наперво я бы таки хотел по максимуму проверить все системы питания и привести их в порядок, и только потом уже ставить дорогие чипы на плату, так как если с их работой есть какие-то проблемы, мы запросто можем спалить дорогущий процессор или хаб.
В общем, начнем мы с установки отсутствующих стабилизаторов и ремонта цепей питания. Перед тем, как подключать плату к блоку питания, проверю связи затворов верхних плечей с шимами, а также качество пайки всех шимов, что паялись. Аномалий я не обнаружил, так что запитываем плату и смотрим, что у нас есть, а чего нет. При подаче питания на плату появляется потребление 15 мА. На плате формируются два слаботочных напряжения, это плюс 3V ALW и плюс 5V ALW. Оба напряжения формируются у этого шима автоматически. Для запуска импульсных стабилизаторов плюс 3 в СУС и плюс 5 в СУС на шим должны поступить разрешающие сигналы EN1 и EN2. Так как эти стабилизаторы не работают, давайте посмотрим, есть ли разрешающие сигналы. Выводы EN1 и EN2 объединены, и сигналом для включения является сигнал SUSON. Фактически его мы и будем наблюдать. Появляться он может краткосрочно в случае наличия иных проблем и тут же пропадать. Также формироваться он может и после нажатия на кнопку включения. В связи с этим смотреть его будем осциллографом. Мультиметр может не успеть. При подключении блока питания сигнал SUSON не появляется. При нажатии на кнопку включения тоже никаких изменений. То есть микроконтроллер не реагирует на нажатие кнопки включения. Учитывая, что он запитан, его питание это и есть слаботочное напряжение плюс 3V ALW. Проблема может быть и в нем. Но не стоит забывать, что правильно работать микроконтроллер будет только если его прошивка исправна. В нашем же случае, как я уже говорил, эту память паяли и скорее всего что-то в нее записывали. А значит туда могли зашить что угодно, учитывая последовательность действий паяльщика. Ситуация оказалась проще. Я увидел, что у нас нет 3 вольт на кнопке включения, что странно, учитывая, что линия подтянута к 3 вольтам через резистор R78. Далее я решил померить сопротивление этой линии и, собственно, вот результат. На линии чуть меньше 2 Ом. Теперь понятно, почему нет реакции на кнопку. Что же может просаживать линию на землю? Это сам микроконтроллер, конденсатор C51 и ESD EDC1. Замыкание в разъемах я исключаю по причине того, что уже осмотрел оба разъема в микроскоп. Далее я решил аккуратненько при помощи паяльника расплавить припой под 115-й ножкой микроконтроллера. И вот при помощи такого инструмента отодвинуть ножку от контакта. Тем самым разъединить микроконтроллер и линию кнопки Power SV. И погодите-ка, сопротивление линий выросло, а значит наш микроконтроллер под замену. Эх, если тут что чинить-то вообще. Будем менять KB3930QF. Причем микроконтроллер должен быть именно B-ревизией, так как с другими уже были проблемы на аналогичных платах. Собственно, сам процесс замены: выпаиваем феном старый микроконтроллер, защитив все, что нужно, готовим посадочную поверхность для монтажа нового микроконтроллера и запаиваем его. Снимать пайку микросхемы впритык к камере — то еще извращение, так что вот вам готовый результат. Ну что, ребята, оценивать качество пайки будем? Пока вы занимаетесь этим увлекательным мероприятием, я, пожалуй, перейду к наблюдению изменений в поведении платформы. И изменения таки не заставили себя долго ждать. После нажатия на кнопку включения у нас сформировалось плюс 3 в СУС и плюс 5 в СУС, а значит сигнал SUSON поднялся. Теперь можно установить то, что на плате отсутствует. Распаиваем транзистор верхнего и нижнего плеча и шим стабилизатора питания памяти. Целостность обвязки я уже проверил за кадром. Теперь устанавливаем отсутствующий линейный регулятор PU5. Звуковой кодек пока запаивать не будем. Для начала нужно запустить плату, и если все будет окей, уже поставим кодек. На этап инициализации платы он никак не влияет. Компоненты установлены. Отмывать плату пока не будем, лучше потом все сделать за один раз, так как вангую паять тут еще придется, и немало. Проверить, работает ли у нас теперь стабилизатор питания памяти в исходном состоянии платы, мы не сможем. Сейчас расскажу почему. Сигнал разрешения, то есть Enable шима, выдает микроконтроллер. Называется он DIMM-ON. Так вот, пока наш микроконтроллер не снимет слип из хаба, этот сигнал останется неактивным, то есть 0 вольт. А значит, для проверки нам потребуется установить исправный хаб. Но на самом деле все это вовсе не обязательно. Самые сообразительные, наверное, догадались, что при отсутствии хаба можно через резистор подать на линию DIMM-ON напряжение 3 вольта. Разумеется, предварительно удалив с платы резистор PR103 на время, чтобы разорвать связь шим-микроконтроллер. А то последний может и обидеться, если ему на вход подать напряжение, даже несмотря на то, что оно пройдет через резистор подтяжки.
Давайте включим и посмотрим, заработал ли наш стабилизатор или же нет. Как можно заметить, 1,35 вольта сформированы. Если вы смотрели мое видео об уникальном ноутбуке, то знаете, что 1,35 вольта означает, что память должна стоять DDR3L. 8-гигабайтный модуль Kingston как раз DDR3L, а вот второй модуль Samsung DDR3. Как починим, проверим, будет ли он там работать. По идее должен, но так бывает не всегда. Вертаем резистор взад, и я думаю, можно устанавливать хаб и процессор. По максимуму обезопасили их от неадекватного поведения платы и все проверили. Так что можно без опаски запаивать новые, дорогие чипы. Начнем наши манипуляции с установки чипсета. Здесь работает HM86. Посадочное место под хаб типа подготовленное, но выглядит не очень. Частично отсутствует паяльная маска, да и компаунд по бокам удален не полностью. Можно, конечно, восстановить маску, но чип и так сядет и все будет окей, а вот компаунд надо будет дочистить до конца. В остальном все в принципе хорошо. Ставить хаб будем без ребола, а сразу на заводские шары. Никаких проблем с монтажом этих новых чипсетов от моего поставщика у меня никогда не было, так что с уверенностью ставим чип на место. Хаб на базе. Дожидаемся, пока плата остынет, и пробуем включить ее без процессора. Если все в порядке, то у нас должно подняться питание памяти и даже 1,8 вольта на процессор. Понятное дело, краткосрочно, то есть появится и тут же пропадет, потому будем смотреть все осциллографом для удобства и конкретики. 1,35 вольта поднимается и, как и положено, пропадает. 1,8 вольта на процессор тоже есть. В общем, все идет по плану. Хотя, возможно, у некоторых появится вопрос, почему питание памяти после его формирования практически сразу падает до нуля, а питания процессора нет и постепенно снижается. Дело в том, что по питанию ядра процессора стоит гораздо больше конденсаторов и, соответственно, они дольше разряжаются, чем у питания памяти. Настало время взяться за процессор. Такие чипы я предпочитаю ставить на свинец-содержащий припой с температурой плавления 185 градусов. Потому реболим ЦПУ на шары диаметром 0,45 мм и только потом запаиваем его на плату. Ставить будем i7-4702HQ вместо родного i7-4710HQ. Разница в производительности у них лишь в 300 МГц частоты по ядру и 50 МГц по видеоядру. А разница в стоимости процессоров очень радует. Кроме того, есть еще один важный момент, почему я ставлю процессор немного менее производительный, чем тот, что стоял. Но об этом предметно сможем поговорить ближе к концу видео. Процессор установлен на плату. Наверное, уже можно не рассказывать, что после замены чипсетов Intel нужна прошивка с чистым ME регионом. Проще всего взять прошивку на официальном сайте, но сперва нужно посмотреть, что там у нас в SPI флешке. Видно, что она паялась, но я таки надеюсь, что в нее вернули родное содержимое с серийниками. И что немаловажно, лицензионным ключом операционной системы. Шиш вам, а не лицензия, сказали мастера того сервиса и оставили нас с каким-то чужим дампом без серийного номера и ключа. Конечно, возможно, это их ответ санкциям, но я в этом до конца не уверен. Так что заходим на официальный сайт и смотрим, чем нас там порадует производитель. А производитель нас радует, как оно обычно и бывает у MSI. Образ SPI Flash лежит в открытом доступе, только распакуй архив и шей, даже утилиту ставить не нужно. Флешка прошилась, ставлю ее на место за кадром, а также накидываю систему охлаждения. Учитывая то, как эти кристаллы греются, техническое обслуживание показ GD900. Прошу обращать внимание, техническое обслуживание сделано на скорую руку. Только для проверки инициализации, его все равно нужно потом будет переделывать. И платформа прошла стадию инита, дала изображение и даже грузит систему. Но радость была недолгой. Платформа запускается далеко не всегда, порой зависает на потреблении в 700 с копейками мА. А когда ее удается таки запустить, то в диспетчере устройств нет дискретной видеокарты. Стало быть, не зря паяльщики паяли систему питания видеокарты. Но вот вопрос, если у них была проблема с видеокартой, значит они могли включить систему и загрузить, то есть процессор не был пробит по питанию контроллера памяти, и все это дело рук паяльщиков? Но утверждать не буду. В конце концов, стабилизатор питания видеоядра мог не запускаться, что и послужило причиной для пайки дросселей. Если у вас есть другие теории касательно этого вопроса, напишите в комментариях. Будем искать истину вместе.
В любом случае ситуация печальная. Я поставил два дорогих чипа и восстановил системы питания, поставив отсутствующие компоненты, но все равно остался у разбитого корыта. Но не будем отчаиваться, любое разбитое корыто можно починить, и это придает мне позитивной энергии и сил. Давайте снова окунемся в порядок инициализации платы и отследим, на каком из этапов возникает проблема. Мне для этого потребуется небольшой тайм-аут, но не переживайте. Обещаю, вы этого даже не заметите. Итак, несмотря на то, что весь Power Sequence выполнен, то есть на плате сигнал PLT-RST, так называемый общий ресет, находится в высоком состоянии. Соответственно, следующим шагом является выполнение кода микропрограммы BIOS и этап прохождения инета всего железа. Я заметил, что контроллер памяти в ГПУ не запитан, то есть транзистор PQ19 закрыт. Давайте посмотрим, как же работает эта цепь. Диод D4 у нас на плате не установлен, зато установлен резистор R521, который в случае активного NVDD PowerGood открывает первый транзистор в составе PQ21, что укладывает на землю затвор второго транзистора в составе того же PQ21. В результате чего напряжение Power SRC не поступает через резистор PR94, так как затвор второго транзистора сидит на земле, он будет закрыт. И напряжение Power SRC через делитель напряжения на двух резисторах PR88 PR91 составит чуть больше 15 вольт. Этого будет достаточно для открытия транзистора PQ19, в результате чего контроллер памяти в составе ГПУ будет запитан. Самым разумным действием, на мой взгляд, будет измерение состояния NVDD PowerGood. Если его нет, то понятно, почему мы получаем такую картину. Так, в общем, так оно и есть. PowerGood нет. А раз его нет, то тут возможно всего два варианта, но первый сильно вероятнее второго. Первый. У нас присутствует проблема в работе стабилизатора питания ядер ГПУ. Второй. У нас по каким-либо причинам отсутствует подтяжка к 3,3 вольтам. Да-да, ребята, шим не может выдать напряжение на линию PowerGood. Открыв практически любой даташит на шим-контроллер, вы увидите, как устроен этот вывод. Линия подтягивается к напряжению через резистор, и если в работе преобразователя есть проблемы, то он просто ложит эту линию на землю с помощью встроенного транзистора. Подтяжку проверить проще всего, она присутствует, ее сопротивление 10 кОм. Но погодите-ка, почему при включении пропадает напряжение этой подтяжки плюс 3V3 NV? Давайте разберемся, как оно формируется. Работу элемента U13 мы разбирать не будем, так как он на плате не установлен с завода. Зато установлен дроссель L9, который переименовывает напряжение плюс 3V3 AON в искомое плюс 3V3 NV. Теперь смотрим, как формируется плюс 3V3 AON. Напряжение появляется в результате открытия транзистора PQ11 из напряжения 3V-SUS. То, что напряжение 3V-SUS присутствует и не пропадает, я уверен, так как без него мы бы точно не получили общий ресет, который у нас есть. А значит, нужно рассмотреть то, при каких условиях транзистор будет открыт. Открывает транзистор сигнал RAND, который формируется из напряжения Power SRC, после резисторного делителя, то есть там должно быть около 15 вольт, и у нас этот сигнал появляется и тут же пропадает. Такая ситуация возможна, если на транзистор PQ8 придет сигнал до ГПУ Power EN в неактивном состоянии, то есть логическая единица вместо 0, так как сигнал инверсный. И действительно, все проблемы из-за него, он должен упасть в 0, но этого не происходит. Уложить сигнал в 0 должен хаб, сама линия подтянута через резистор R279 к напряжению плюс 3 VRAN. И пока хаб не вмешается, работать этот узел не будет. Интересно, почему хаб не выполняет свою задачу? То, что он неисправен, я отметаю сразу. Чипсет новый и от моего проверенного поставщика. В дешевые лотереи я уже давно не играю и ставлю только то, в чем на 100% уверен. Кроме того, пробежавшись по форумам мастеров, я увидел, что проблема типовая, и в открытом доступе на форуме ее так никто и не решил. Ну что ж, вот вам и дополнительная мотивация подъехала. Постараюсь не только восстановить ноутбук, но и помочь людям, у которых с этим ремонтом проблемы. Первым делом я бы хотел вернуться к нашему первому варианту, который мы пропустили. Ведь проблемы в работе стабилизатора могут присутствовать, и, например, при проблемах с NVDD PowerGood на логическом элементе U20 будет отсутствовать DGPU PowerGood, так как оба входа должны быть высокого уровня. Соответственно, сигнал DGPU PowerGood не поступит на хаб, и потому он не уложит линию DGPU PowerGood EN, в результате чего мы и получаем такую ситуацию. Теоретически как-то так, но на практике я могу и ошибаться. В любом случае проверка узла явно не будет лишней.
Так что давайте проверять обвязку шима питания ядер ГПУ. Проще всего начать с более крупных резисторов, номинал которых нанесен на их корпусе. И практически сразу я нахожу резистор, который сильно увеличил свое сопротивление. По маркировке он должен быть 2,2 Ома, а стал 1300 с копейками. Непорядок, сами понимаете. Но такие резисторы просто так не горят. Давайте посмотрим, где он установлен. Это PR29. Он стоит по питанию шим-контроллера ядра ГПУ по выводу PVCC. Давайте измерим сопротивление за ним. И тут ожидаемо низкое сопротивление. В результате чего в цепи протекал больший ток, чем ток, на который рассчитан резистор. Неудивительно, что он сгорел. Нужно заменить как сам шим, так и резистор. Кроме того, после демонтажа шима я обязательно за кадром проверю его обвязку. Так намного удобнее. Думаю, что смотреть на меня, как я минут 5 меряю мультиметром сопротивления и емкости, занятие мало увлекательное. Потому не буду утомлять зрителя и все сделаю за кадром. Мне не очень нравятся шимы компании Micropower Intellect, и обычно я предпочитаю ставить аналоги других производителей, если это возможно. У компании ON Semiconductor есть шим NCP81172, который идеально подойдет взамен неисправного UP1642P. По моему опыту эти шимы гораздо надежнее. И теперь у нас все окей. Есть стабильный старт и изображение. Ура! Наконец-то! Надо-то было сделать всего ничего. Так что подозреваю, что у мастеров проблемы с стабилизатором питания видеокарты. Во всяком случае, в нашем ремонте проблема решилась именно так. Помимо проделанной работы, нужно еще аудиокодек запаять и вычистить весь тот черный налет, который остался от снятия старого кодека. Боюсь предположить, что за дивные температуры и флюс использовали предшественники. Даже моя химия не берет это нечто, так что придется ручками. После я нормально припаял дросселя в составе стабилизатора питания ядер ГПУ. Они были установлены с перекосом, один край был выше другого. Поменял все транзисторы в составе этого стабилизатора. Данные повреждения подложки ГПУ, доставшиеся мне по наследству от коллег, на работу видеокарты не влияют. Так и ведущих дорожек там не наблюдается, а значит поврежден лишь сам текстолит. Не по фэншую, конечно, но менять из-за этого недешевый видеочип, как по мне, лишнее. Теперь наконец-таки настало время отмыть нашу плату, после всех тех издевательств и большого количества паек. Отмывается отработанный флюс, грязь и остатки старых наклеек. Также будут удалены и остатки флюса коллег. Хотя то, что я чистил под аудиокодеком, химия так и не взяла. После отмывания и замачивания плата промывается под водой и сушится на термостоле. Теперь выглядит она вот так. Вид более-менее приличный. С монтажом компонентов мы закончили, и теперь нужно собрать наш ноутбук для полной проверки. Следующий этап — это работа с петлями ноутбука. Здесь по классике со временем петли становятся тугими, так как механизм затягивается. И со временем крепление в пластиковом корпусе уже не может удержать петлю. В результате крепления вылетают из своих мест, и крышка ноутбука либо еле держится в собранном состоянии, либо не держится вообще. Первый этап такого ремонта — это регулировка петель. Нужно отрегулировать обе одинаково, иначе если одна из них будет туже другой, то и нагрузка на нее будет больше. После регулировки восстанавливаем крепление. Здесь нужно быть осторожным и восстановить так, чтобы высота не изменилась. Иначе при сборке ноутбука будут щели, и само крепление не будет таким же надежным, как изначально. Для восстановления мы почти всегда используем двухкомпонентный клей под названием Kafuter. Достаточно удобно и быстро получается восстановить такие крепления. К сожалению, восстановить вот эти крепления уже не получится. Выломан пластик как в самом поддоне, так и в топ-кейсе. Причем обломки утрачены в каком-то из сервисов. Крепить попросту не на что и восстанавливать тоже. Продолжаю сборку ноутбука. Буду акцентировать ваше внимание не на всем процессе, что весьма скучно, а только на нюансах и тонкостях. Так как старый двухсторонний скотч, на который клеится на плату крепления радиатора, уже не держит, используем новый и приклеиваем на него. Вставляем плату с одной из субплат следующим образом. Задвигаем ее немного вверх, чтобы коннектор АКБ попал в свою локацию. Затем можно прикручивать вторую субплату. Заводской скотч к корпусу уже не клеится, так что воспользуемся нашим. Динамики устанавливаем на место и прокладываем провода точно в пазы, иначе при прикручивании топ-кейса они могут быть повреждены, пережаты или перебиты.
А вот тут я поторопился и не учел один момент. У этого ноутбука аж 4 динамика. А значит, откручиваем нижнюю субплату, приподнимаем основную и прокладываем сперва динамики, а потом возвращаем все на место. Обязательно сделаю себе выговор, как закончу снимать. Клавиатура крепится на 5 коротких винтов. Как мы помним, всех их на месте не было, так что придется добавить свои. Затем наклеивается накладка. Старый двухсторонний скотч уже не держит, потому используем новый. Снизу подключаю все шлейфы, ставлю сразу обе планки памяти. В качестве накопителя под систему я буду использовать mSATA SSD, а также поставлю позже SSD формата 2.5 под данные. Можно, конечно, использовать еще один диск mSATA, но пока не планирую. Теперь техническое обслуживание. Для начала продуваем вентилятор от пыли и проклеиваем его к радиатору, чтобы не было щелей и воздух двигался в нужном нам направлении. Термопаста. Давайте посмотрим на результаты с GD900. В качестве термоинтерфейса на систему питания ГПУ мы использовали жидкие термопрокладки Layered. Покупали вот в таких удобных баночках в магазине известного мастера Андрея Богданова. Ссылочка на его магазин будет в описании. Быстрая работа и товар всегда отличного качества. В общем, я лично рекомендую. После сборки аппарата, как водится, запланировано его тестирование. Немного его тестирую я, как человек, который его ремонтировал, а потом он уйдет в отдел АТК, где за более продолжительное тестирование возьмутся уже наши ребята, будут мучить его во всех возможных режимах и проверять на стабильность работы. Подводя итоги этого видео, могу сказать, что больше я покупать игровые ноутбуки до предварительного осмотра попросту не буду. В первом видео владелец, как вы помните, договорился, что произведет оценивание ноутбука только после диагностики в нашем сервисном центре, и после подсчета всех затрат на ремонт уже будет предлагать его выкупить. По сути, это и есть самый правильный и верный подход, ведь продавец на том же Авито или любом другом портале зачастую самостоятельно не может оценить состояние техники после того, как ее уже пытались где-то починить. Ему кажется, что тут всего-то немного поработать специалисту и отличный аппарат на выходе. Но, как показывает практика, в некоторых подобных этому случаю ремонт попросту не оправдан. Но давайте о цифрах. Ноутбук был куплен весьма недорого, 4500 рублей. Стоимость процессора составила 10 600 рублей. Да, новые процессоры стоят отнюдь недешево. Оставить что-то БУ с непонятным ресурсом – занятие, как по мне, попросту бессмысленное. Да и непредсказуемое. Стоимость хаба составила 3700 рублей. Затраты на более дешевые детали, такие как шимы, транзисторы, мультиконтроллер, аудиокодек и линейный стабилизатор, я не рассчитывал. По примерной оценке все вышло около 3500 рублей. Только потому, что все это было в наличии на складе, иначе только доставки могли выйти на эту сумму. Дополнительно я установил один модуль памяти на 8 ГБ, чтобы она работала в двухканале, SSD mSATA на 128 ГБ и позже поставлю SSD 2.5 объемом на 500. Это выйдет мне в 6700 рублей. Кафутер, флюс, шары и прочую расходку я посчитать затрудняюсь. Итого общей затраты на устройство 29 000 рублей. Сколько времени я потратил на ремонт устройства, я точно не скажу. Дело в том, что большинство времени занимает именно работа над созданием видео. Съемка, обработка, озвучка, сценарий, монтаж. С другой стороны, за 29 000 рублей получить такой ноутбук, конечно, не лучший, но и далеко не худший вариант. Нам вот сервис регулярно приносит игровые ноутбуки, купленные на Авито за 30-50 тысяч, которые отработали после покупки совсем непродолжительное количество времени. Проблем там может быть целая уйма, и далеко не все они появляются сразу. Но это уже тема для отдельного видео. Все-таки по результату мы получили отлично функционирующий и быстрый аппарат, в котором установлен новый процессор и чипсет. Ваше мнение буду рад услышать в комментариях. Установленный взамен неисправного ЦПУ, как я уже говорил, чуть менее производительный. Такое решение я принял в связи с присутствием в аппарате откровенно слабой системы охлаждения. Один небольшой вентилятор охлаждает как ЦПУ, так и ГПУ. Кроме того, по статистике у этих моделей очень часто встречаются проблемы с трубками системы охлаждения. Со временем они все хуже проводят тепло от самого теплосъемника к ребрам радиатора, который охлаждает вентилятор. Это приводит к высоким температурам, на которых процессору приходится ежедневно трудиться. Ну а с потерей 300 МГц по ядру я как-нибудь смирюсь, зато TDP нового процессора всего 37 Вт, вместо 47 у комплектного. А вот и помененные запчасти.
Так как хаба не было, я его нарисовал, попрактиковавшись в предыдущем видео на планшете. Аудиокодек и прочую мелочевку рисовать не стал, решил, что хватит с меня художеств. Так что придется довольствоваться этим. На этом мы подходим к концу выпуска. Ну а вы, уважаемые зрители, не забывайте о главном, оценивайте качество паек и отписывайтесь в комментариях. С вами был парень с большим паяльником. Долгих лет работы вашей техники. До новых встреч!